Война. День 276. Ситуация на фронтах. Российские власти уже прямо заявляют, что страдания украинского народа могут прекратиться, если будут выполнены условия РФ. Тем самым они уже не скрывают, что используют террористические методы для достижения своих целей. Но, как известно, с террористами даже переговоры вести не стоит. Более того, с ними все меньше желающих торговать. Оттого цены на российскую нефть рухнули до $52 за баррель, в то время как себестоимость составляет $50, а Brent продают по $80-100. Цены на нефть в российском бюджете заложены в размере $80. Восток. Россияне обстреливают Харьковскую область с территории России. По Харькову и Чугуеву нанесены ракетные удары. Бои продолжаются на линии Сватово-Кременная, и, похоже, украинским войскам удается постепенно продвигаться. Россияне все еще накапливают силы на этом направлении. Появились кадры уничтоженной ранее российской колонны в районе Кисливки. Из любопытного, там есть новейший танк Т-90М. На правом берегу Северского Донца бои все там же, Белогоровка и Спорная, а вот в районе Бахмута россиянам понемногу удается продвигаться к городу, вымащивая дорогу с трупами своих солдат. YouTube почему-то не любит кадры трупов российских солдат, поэтому я эту информацию визуально не подкрепляю. Но вы можете такое видео посмотреть в моем телеграме, ссылка на который есть в описании. Дальше бои в районе Авдеевки, где россияне все еще пытаются окружить город, атакуя с севера Красногоровку и Веселое, а с юга Первомайское и Невельское. Тяжелая ситуация в Марьинке. Тут идут ожесточенные городские бои. Павловка остается спорной, а российские морпехи из 155-й бригады говорят, что после обращения помощи к губернатору их просто решили ликвидировать. Потери бригады на данный момент уже составили 900 человек, 450 из которых убитыми. Дальше обстрелы, но без изменений линии фронта. Юг. Россияне продолжают обстреливать правый берег Днепра. Последние дни особенно стал страдать Херсон, где удары приходятся по жилым домам. За 5 дней погибло 15 человек, а 35 было ранено. На Кинбургской косе идут бои. По некоторым данным, украинским войскам удалось выдавить россиян вплоть до села Забарыне, но подтверждений этой информации пока нет. Понимаю, что сейчас, когда такие проблемы со светом, сводки в сжатом виде особенно важны, но, к сожалению, на производство этих нескольких минут уходит несколько часов работы энергозатратной техники, и при полном блэкауте мои ресурсы не вывозят. Я постараюсь решить эту проблему в ближайшее время покупкой генератора, дабы продолжать регулярно выходить в эфир. У кого есть желание поддержать финансово, в описании оставил банку. И огромное всем спасибо, и спасибо всем, кто поставит лайки, напишет адекватные комментарии. Не забывайте подписываться, и огромное спасибо всем, кто уже поддерживает канал финансово.